Вопрос, одни ли мы во Вселенной, волновал людей еще сотни лет назад. Но категорично ответить на него не могут даже современные ученые, хотя теорий об НЛО существует великое множество. Светящиеся огоньки в небе, вспышки и странные воздушные аппараты. В мировой терминологии все это как раз и принято называть НЛО, то есть неопознанные летающие объекты. Каждый хоть раз в жизни о них слышал или даже с ними встречался. И многие приписывают этим явлениям внеземное происхождение. Дата – 15 июля 1995 года. Место – Колдер-Вэлли, Йоркшир, Великобритания. Теплым летним вечером две супружеские пары сидели в саду деревенского домика на Пеннинских холмах и мило беседовали. Внезапно их охватило странное ощущение, которое можно было бы назвать фактором ОС. Они начали замечать некоторые аномалии времени и пространства, предметы внезапно исчезали с мест, где они должны были находиться. Эти странности, необычное настроение, возникшие у всех присутствующих и гнетущая атмосфера наводили на мысль о том, что очевидцы вошли в измененное состояние сознания. Именно это обычно и понимается под фактором ОС. В 21:40 за кронами деревьев показалась темная серая масса, которая приближалась к очевидцам, а сад окутали клубы тумана. Один очевидец не мог точно вспомнить, что происходило вокруг, он лишь помнил, что над долиной проплывал какой-то объект. Все четверо очевидцев мучительно пытались восстановить точную последовательность событий. В памяти мелькал образ луча света и луны над головой, хотя с точностью очевидца могли вспомнить лишь то, что, когда к ним полностью вернуло сознание, было уже почти 11 вечера и их окружала необъяснимая тьма. Все четверо сверили часы, до того поразительным казалось им, что прошло столько времени, а они ничего толком не могли вспомнить. Вернувшись в дом, обе женщины почти сразу заснули прямо на полу. Один из мужчин почувствовал себя крайне плохо, его и его жену после пробуждения мучили приступы тошноты, кожная сыпь и бессонница, которая продолжалась несколько суток. В течение нескольких часов супругов преследовал тошнотворный сладкий запах, который ощущался, даже когда они вернулись домой. Они также видели то ли неприятные сны, то ли галлюцинации, в которых фигурировали дети, сидящие на деревьях вокруг дома. По поводу этого странного провала во времени один из очевидцев заметил: представьте себе, что ваши воспоминания записали на видеопленку, разрезали ее на эпизоды продолжительностью в несколько секунд, большую часть из них выбросили, а остальные склеили в произвольном порядке. Из всех разновидностей тесных контактов первого рода провалы во времени вызывают наибольшее недоумение. Хотя очевидцам с большим трудом удается описать свои ощущения, о чем свидетельствует аналогия с видеопленкой, степень совпадения их рассказов просто поражает. Симптомы фактора ОС, туман, лучи света, потеря сознания и полное замешательство отмечаются в большинстве случаев. Создается впечатление, будто очевидцы были под наркозом, а когда пришли в себя, с трудом могли вспомнить, что с ними случилось. Случаи, в которых имел бы место провал во времени, а признаки других категорий тесных контактов не наблюдались, встречаются крайне редко. Если, к примеру, очевидец ехал в машине, он вполне мог бы попасть в ту же ситуацию, что и жители Колдер-Вэлли, и рассказать о тумане, лучах света и необычном настроении, однако он наверняка сообщил бы и об эффектах электромагнитных полей, а возможно, и об остановке автомобиля. Более того, таксистка Линда, о которой мы уже писали, возможно, тоже испытала провал во времени, поскольку голос в коммутаторе уверял ее, что она отсутствовала полчаса, тогда как ей самой казалось, что она исчезла не более чем на 5 минут. Провалы во времени очень редко длятся более 1-2 часов, а обычно бывают гораздо короче. В случаях непродолжительных провалов люди могут даже не подозревать о том, что эти провалы имели место. При соответствующих обстоятельствах скачка во времени на 15 минут вперед можно даже не заметить. То, что провалы во времени действительно случаются, не вызывает никаких сомнений. Тщательно задокументированы сотни подобных эпизодов, и еще в нескольких тысячах случаев факт провала можно предположить на основе имеющихся свидетельств. Какова именно природа этих провалов – уже другой вопрос, и направление, в котором ведется их дальнейший анализ, зачастую диктуют личные пристрастия исследователя или очевидца. Многие уфологи видят в них своего рода портал,
форму перехода от наблюдения НЛО к непосредственному опыту тесного контакта. Поскольку о самих контактах помнят редко, то, чтобы помочь очевидцам восстановить целостную картину событий по разрозненным фрагментам воспоминаний, используются искусственные методы, например, гипноз. Проблема состоит в том, что гипноз стимулирует не только память, но и воображение. В результате очевидец может вспомнить о якобы имевшем место контакте с пришельцами в соответствии с ожиданиями уфолога, заместив этими образами воспоминания о реальных событиях. При использовании гипноза трудно быть уверенным в том, с чем именно мы имеем дело. Возможно также, что огни и туман – некая форма аномальных явлений, вызывающая измененное состояние сознания, его помутнение или даже полную потерю. Если это так, то пытаться восстановить картину по воспоминаниям очевидцев все равно, что просить их вспомнить сны, которые они ошибочно приняли за реальность. Вполне вероятно, что попытки выяснить, что же происходило до и после провала во времени, лишены смысла. По этому вопросу уфологи категорически расходятся во мнениях. Дата – 20 мая 1967 года. Место – озеро Фалкон-Лейк, Манитоба, Канада. Стивен Мичелак работал на фабрике в Виннипеге, а на досуге занимался поиском полезных ископаемых. Периодически он выезжал в Уайтшелл-парк, безлесную пустошь, где искал ценные минеральные отложения. Стив занимался поисками все утро и обнаружил кварцевую жилу, изучением которой и был поглощен, когда в 12:15 его отвлекла стая гусей. Взглянув в небо, он увидел два куполообразных летательных аппарата, один из которых улетел, а другой приземлился на некотором расстоянии. Стив наблюдал за объектом через сварочные очки, защищавшие глаза от осколков породы, и видел, как дискообразное устройство, казалось, остывало, утрачивая блеск раскаленного до красна металла. Даже сквозь очки медный отлив так слепил Стива, что оставлял в глазах яркие пятна. Он ощущал теплый воздух, дувший от аппарата. Спустя полчаса ему показалось, что на корпусе аппарата открылась дверь, и он решил подойти поближе. Мичелак вспоминает, что подумал, будто это экспериментальный американский самолет, и когда он услышал голоса внутри, то крикнул: «Эй, янки, что у вас там, неполадки?» Ответа не последовало. Подойдя ближе, он смог заглянуть внутрь и увидел массу огней и пол из отражающего материала, но обитателей внутри не было. Когда он прикоснулся к металлу, его перчатка оплавилась. Затем объект слегка наклонился, и струя горячего газа вырвалась из вентиляционного канала на борту, усеянного мелкими отверстиями. Рубашка и майка на Стиве загорелись, и он упал на спину, а НЛО взмыл в воздух. Стив сорвал с себя горящую одежду, отчего вокруг загорелись кусты, но смог быстро потушить огонь. На месте приземления аппарата остался круг обнаженной почвы. Воздух наполнил удушливый запах серы, и Стиву становилось все хуже и хуже. Шатаясь, он добрел до населенной зоны, часто останавливаясь по дороге, так как его рвало, и, дойдя до автострады, попытался остановить полицейский патруль, но тот проехал мимо. Из ближайшей гостиницы он позвонил в больницу и попросил встретить его на автобусной остановке. У Мичелака взяли несколько медицинских анализов. В ночь после происшествия сотрудник больницы в Виннипеге засвидетельствовал наличие на груди пациента ожога в форме решетки, который, по словам Стива, был оставлен реактивным выхлопом из летательного аппарата. Ожог обработали, Стиву дали обезболивающее и отправили домой, однако вскоре ему пришлось вернуться в больницу, поскольку ему снова стало плохо. Болезнь продолжалась несколько месяцев, ожог никак не проходил, и рана давала знать о себе еще в течение нескольких лет. Состояние здоровья пострадавшего фиксировалось на фотографиях. Стив страдал от истощения, тошноты, обмороков и сильнейших головных болей. В течение недели после происшествия он похудел более чем на 7 килограммов. Лечащий врач и дерматолог зафиксировали полученные Стивом травмы, но не могли определить их происхождение. Радиолог провел анализ на изменение состава крови, но признаков облучения обнаружено не было. В результате Стив был вынужден заплатить из собственного кармана весьма внушительную сумму, чтобы пройти лечение в известной клинике Майя в Миннесоте, где он провел 2 недели. Состояние его здоровья тщательно фиксировалось, однако ни диагноза, ни лечения Стив не получил. Постепенно он выздоровел,
и о случившемся напоминали лишь эпизодические обмороки и кожная аллергия на месте ожога. Стив Мичелак не единственный очевидец, подошедший так близко к НЛО и получивший тяжелую травму. В одном случае, происшедшем в городе Нью-Милл в Корнуэле, супружеская пара, занимавшаяся ремонтом своего дома, оказалась всего в нескольких сантиметрах от парящего над землей светящегося шара. После этого супруги испытывали неприятные ощущения, тошноту и головные боли. Женщина, которая пострадала сильнее, была отправлена в больницу с подозрением на аппендицит и прооперирована. Выяснилось, что аппендикс не воспален, и врачам оставалось лишь пассивно следить, как пациентка медленно оправляется от последствий тесного контакта. Иногда у пострадавших остаются и ожоги от обручальных колец. Такие ожоги получили несколько очевидцев, подвергшихся облучению, исходившему, по их словам, от НЛО. В их число входит Бетти Кэш, которая почувствовала себя настолько плохо, что ей потребовалась скорая медицинская помощь. Изучение ожогов от обручальных колец наводит врачей на мысли, что их причиной становятся токи, которые возбуждают в металле электромагнитное поле вокруг НЛО. Эти токи вызывают нагрев металла, что и приводит к ожогам. Дата – 1 сентября 1974 года. Место – Лангенбург, Саскачеван, Канада. С точки зрения научного исследования ничто не представляет для ученого большего интереса, чем следы приземления НЛО, поскольку в этих случаях материальный объект оставляет за собой неопровержимые свидетельства своего пребывания, и весь вопрос заключается лишь в том, что это был за объект. Фермер Эдвин Фарр занимался сбором рапса, когда в 11 утра наткнулся на 5 небольших куполов тускло-серого цвета. Они возвышались в поле над высокой травой. Эдвин вылез из своего комбайна, чтобы подойти поближе, и заметил, что объекты вращались, в результате чего злаки заворачивались в круг по часовой стрелке. Любопытство уступило место страху, и фермер поспешил назад к своему комбайну, но не смог завести его. Так он и просидел в кабине, оцепенев от ужаса и не спуская глаз с объектов, пока те не начали один за другим подниматься в воздух. Достигнув небольшой высоты над полем, объекты зависли и выстроились в ряд. Затем из них появился туман или дым, окутавшие куполообразные аппараты, которые стали подниматься в облака. Из аппаратов вырывалась струя воздуха, напоминающая смерч, от которой стебли рапса, находившиеся прямо внизу, прибило к земле. Просидев в оцепенении несколько минут, Фарр вылез из кабины и направился к месту, на котором видел НЛО. Выяснилось, что объекты, скорее всего, не касались земли, а парили в нескольких десятках сантиметров над травой. Тем не менее, они оставили явные следы своего присутствия. Растения полегли по часовой стрелке, а стебли были скручены и переплетены. Диаметр оставленных кругов колебался в пределах 2-3 метров. Вокруг участка полегшей растительности стебли стояли прямо и казались совершенно нетронутыми. На следующий день на место прибыл наряд местной полиции, и констебль Рон Марье провел обследование местности. При этом не было обнаружено никаких останков горючего или других признаков, указывающих на фальсификацию кругов на поле. Он также обратил внимание на шок, в котором все еще пребывал очевидец. 2 недели спустя для расследования этого случая из США прибыл Тед Филлипс, член уфологической организации CUFAS. Увиденная картина произвела на него сильное впечатление. Впоследствии Филлипс выяснил, что в течение той же недели в окрестностях Лангенбурга были оставлены и другие круги, часть которых находилась на пшеничном поле. Все круги были очень похожи друг на друга, хотя некоторые из них оказались несколько больших размеров. Кроме того, от жителей поступали сообщения об электростатических помехах в работе телевизоров и о странном поведении домашних животных. Было замечено, что в прошедшие выходные собаки лаяли громче обычного. Происхождение кругов не удалось объяснить какими-либо рациональными причинами. Спустя 10 лет после истории в Лангенбурге так называемые круги на полях стали регулярно появляться в Южной Британии, вызвав горячие споры относительно их происхождения. Почти все ученые согласны с тем, что большая часть кругов – фальсификация, разыгрываемая местными жителями для одурачивания нахлынувших в этот регион туристов и заинтригованных средств массовой информации. Однако круги стали появляться и в других местах, в том числе и в Канаде. Нет никаких сомнений в том, что явление,
оставившая следы на полях Великобритании, периодически посещала сельскохозяйственные районы и прежде. Немало подобных случаев было зафиксировано в Англии еще до того, как ими заинтересовалась пресса. Убедительные свидетельства этого явления были получены также в других районах Канады, в Австралии и в США задолго до того, как появился термин «круги на полях». Лишь изредка удавалось застать эти круги в процессе их образования, как в нашем случае. В подобных сообщениях регулярно встречаются описания темных куполов или линзообразных предметов, облаков тумана, электрических полей и мощных воздушных вихрей. На основании собранных свидетельств стало очевидно, что за круги на полях ответственно некое явление, порождающее электрическое поле и вызывающее завихрение окружающего воздуха, возможно, плазменный смерч, согласно гипотезе Теренса Мидена. Вероятно, речь идет об аномальных явлениях, хотя нельзя однозначно отрицать, что круги оставлялись двигательной системой инопланетных летательных аппаратов. Научный принцип, гласящий, что самое простое объяснение обычно оказывается верным, возможно, как раз и служит наиболее веской причиной искать иные объяснения событий. Среди изученных учеными нескольких сотен случаев, когда оставались следы приземления, встречаются свидетельства возникновения энергетического поля, похожего на пульсирующее микроволновое излучение. Так, в одном случае, происшедшем в Вест-Палм-Бич в штате Флорида, трава на месте посадки висящего над землей вращающегося купола была прибита к земле и у нее сгорели корни, однако надземная часть осталась целой. Другие наблюдения показывают, что интенсивность энергетического излучения в полном согласии с физическими законами убывает пропорционально удалению к краям следа. В 80% случаев со следами приземления присутствуют признаки вращения объекта, оставляющего за собой след более или менее круглой формы. В 30% случаев сообщается о наличии электрического поля. Эти свидетельства, безусловно, помогают пролить свет на то, с чем мы имеем дело. Дата – 24 февраля 1979 года. Место – Изинголд, Йоркшир, Великобритания. В утренний час мужчина проезжал на мотоцикле по живописным йоркширским пустошам неподалеку от Топклиффа, места, в котором наблюдалось несколько случаев тесных контактов, а также от секретной военной базы в Менвис-Хилл, вокруг которой уже давно были сосредоточены место многочисленных наблюдений НЛО. Мужчина заметил парящий над соседним полем грушевидный объект, а поскольку движения на дороге не было, он остановился и присмотрелся повнимательнее. На боку объекта он заметил иллюминатор, в котором появилась фигура, которая, как показалось очевидцу, присела на корточки и глядела прямо на него. Рядом с НЛО в поле находились два других существа. Пришельцы были высокие, худые и в черных комбинезонах. Существа стояли в высокой траве рядом с НЛО, не издававшим никаких звуков, и, казалось, просто осматривали окрестности. Как утверждает очевидец, он был настолько поражен увиденным, что помнит только, как уехал, а пытаясь извлечь из памяти подробности событий, припомнил, что видел, как объект взмыл в небо. «Просто в голове не укладывается», — добавил очевидец. Данный инцидент произошел через 5 часов после крупного контакта первого рода над Северной Англией. Контакт имел место в 2 или 3 часа ночи. В Ланкашире, в карьере Бэкап близ границы с Йоркширом, приземлился НЛО. Объект скрылся в направлении западного побережья. Пролетая над кемпингом в Саутпорте, он вызвал ощутимую тряску. Отряд береговой охраны в Блэкпуле видел, как истребитель F-111 преследовал объект, пролетавший над Ирландским морем, однако аппарат скрылся под водой, а когда самолет улетел, взмыл в небо. Сегодня сообщения о контактах с пришельцами без похищения встречаются нечасто, хотя на то могут быть свои причины. В рассматриваемом случае очевидец попытался восстановить в памяти подробности происшествия, и у него возникло ощущение, будто с ним произошло что-то еще, о чем он не может вспомнить. Постепенно очевидец начал склоняться к выводу, что имел место какой-то контакт, однако ничем не мог подтвердить свое предположение. В этом отношении данный случай напоминает случаи с Бетти и Барни Хилл, происшедшие в Нью-Хэмпшире в 1961 году. Похищенные видели пришельцев внутри парящего НЛО, после чего страдали от кошмаров. Лишь спустя несколько месяцев под воздействием гипноза в сознании очевидцев начали всплывать образы гипотетического похищения и пребывания внутри летательного аппарата.
Более чем в 96% наблюдений пришельцев фигурируют человекообразные существа. Подавляющее большинство этих существ распадается на две категории – высокие и худые создания, подобные наблюдавшимся в Изенголде. Их еще нередко называют северянами, поскольку сообщается о существах нордического типа со светлыми волосами и голубыми глазами, и низкорослые бледные существа с яйцевидными головами, так называемые серые, фигурирующие в большинстве похищений, имевших место в США. Сегодня сообщения о северянах практически полностью исчезли, и основную массу заполнивших СМИ случаев с похищениями составляют серые. Однако на эту общую тенденцию накладывается региональная специфика. Сообщения о серых уже давно доминируют в США, тогда как контакты с северянами более типичны для Европы. Дата – различные даты, начиная с 1970 года. Место – Блэкберн, Ланкашир, Великобритания. Иногда контакты с пришельцами обходятся без похищения с попаданием на борт НЛО. Эту форму контактов иногда называют экстрасенсорными контактами, поскольку очевидцы нередко сообщают о различных переживаниях парапсихического характера, сопровождавших их на протяжении жизни. Такие случаи с трудом поддаются оценке. Алан начал вступать в подобные контакты еще ребенком. Он видел, как таинственные тени проходят через его спальню по ночам. Другие люди, скорее всего, сочли бы эти образы галлюцинациями, а возможно и привидениями. Однако Алан полагал, что это пришельцы, поскольку в тот период детства несколько раз видел НЛО. Однажды ночью невысокое существо ростом с ребенка, напоминающее человека, забралось к нему в кровать. Алан ничуть не испугался и завязал с ним разговор. По его словам, существо зажгло свет в комнате, показав рукой на лампу, и заявило Алану: «Ты один из избранных. Со временем ты узнаешь, как это делается». Этот эпизод положил начало долгой серии контактов, во время которых Алан либо видел пришельца, либо, что случалось еще чаще, вступал в телепатические беседы с ним. За несколько лет пришелец подробно рассказал Алану, кто он такой и что делает на Земле. Так родилась межгалактическая дружба. В ходе этих разговоров, передаваемых из сознания в сознание, пришелец сообщил, что прибыл со звездной системы Альфа Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, которая находится от него на расстоянии примерно 4 световых лет. Он объяснил, что система состоит из 7 солнц, ученые знают, что эта система состоит из нескольких звезд, хотя точное их количество неизвестно. Лишь одно из этих солнц имеет планеты, сам же пришелец прибыл с Проксимы Центавра, мира, состоящего на 64% из воды, что не сильно отличается от состава Земли. Его сограждане часто навещают нашу планету, используя летательные аппараты, работающие на вторичной электроэнергии. Их миссия на Земле – мирное изучение. При этом ни слова не было произнесено о тревожащих людей похищениях, историями о которых изобилует уфологическая литература. Уфологи зачастую отвергают случаи этого типа, полагая, что они не имеют отношения к НЛО. Они считают, что очевидец пережил некий опыт чисто психологического свойства. Однако связь между такими случаями и контактами 3-го и 4-го рода слишком очевидна, чтобы ее игнорировать. Любые формы контактов с пришельцами, даже во время похищений, почти всегда происходят на телепатическом уровне, а упоминания планет, с которых они прилетели, методов их передвижения и другие подробности отдают научной фантастикой в той же степени, что и описание экстрасенсорных контактов. Практика игнорировать экстрасенсорные контакты как чисто психологический опыт и при этом считать похищение реальностью представляется нам совершенно необоснованной. По сообщениям о подобных случаях, напоминающим скорее продукцию Голливуда или комиксы, нежели материал подлинной науки, ясно видно, что формы контактов отчасти представляют собой плод человеческого воображения. Очевидцы рассказывают о космических федерациях, о мирных миссиях на Земле, о межгалактических зоопарках, об орбитальных битвах и т.д. Названия инопланетных миров и самих пришельцев всегда легко воспринимаются на слух и явно придуманы людьми. Уфологам нередко доводится слышать о пришельцах с Ориона или с планеты Зок, но никогда с Гибзат. В таких историях зачастую мелькают и подробности, свидетельствующие о работе подсознания. К примеру, одна злая планета носила название Сатон. Герой рассказов Алана называл себя Афони. Произнесите это имя,
И у вас наверняка возникнет вопрос, а не хотел ли этот пришелец, а скорее всего, подсознание Алана, сказать своим именем нечто важное для самого Алана и нас всех? Списать все случаи контактов с пришельцами как некую глобальную аберрацию сознания было бы очень просто, но делать этого нельзя. Нити отдельных историй, переплетаясь между собой, указывают нам на некую лежащую под налетом воображения реальность. Возможно, что человеческий разум, не способный постичь или перевести на доступный нам язык подлинную природу контактов с иными цивилизациями, полагается на образы, заимствованные из научной фантастики, чтобы хоть как-то передать необычные переживания. В этом случае инопланетные существа неизбежно обретают облик, навязанный современными мифами, хотя и могут отражать невыразимую реальность, лежащую под этим поверхностным сходством. Нельзя полностью исключить возможность того, что в историях очевидцев, особенно учитывая сходство их экстрасенсорных переживаний и странных событий, происходящих с ними, присутствуют не просто плоды их фантазии. Возможно, если эти люди способны включить свое экстрасенсорное восприятие и настроиться на мысли и сновидения других людей, они могут настроиться и на проявление иного разума, существующего где-то в космосе. Ведь наше сновидение – не что иное, как способ выражения постигаемой нами реальности на языке символов и образов. А значит, не исключено, что пришельцы, с которыми люди общаются во время контактов, суть не сама истина, а форма восприятия истины. Дата – 6 января 1976 года. Место – Стэнфорд, штат Кентукки, США. Всего было задокументировано и тщательно изучено более 1000 случаев инопланетных похищений. Считается, что на самом деле их было как минимум в 10 раз больше, но 90% случаев либо не доводится до сведения широкой публики, либо не исследуется, оставаясь лишь обрывками воспоминаний. Более 3/4 известных случаев приходится на США, Аргентину, Бразилию и Великобританию. Из других стран поступает мало сообщений. В некоторых крупных странах, в частности в Германии, Японии и Китае, случаев похищения практически не регистрируется, несмотря на большое количество наблюдений НЛО. Как правило, похищается одно лицо, изредка двое, обычно друзей или близких родственников. Групповые похищения исключительно редки, однако данные о них считаются весьма ценными. 3 жительницы Ланкастера уже далеко за полночь возвращались по домам с дня рождения в одной машине. Подруги пребывали в веселом настроении. Внезапно они заметили в небе красные огни, летевшие в их направлении, и вскоре увидели объект дискообразной формы, который освещал дорогу голубыми лучами. Один луч осветил машину, в которой стало светло, как днем. При этом женщин охватило странное ощущение, которое мы условились называть фактором ОС, что проявилось в крайне напряженной атмосфере и внезапно наступившей полной тишине. Как вспоминает одна очевидица, даже ветер утих. Сцена сопровождалась и необычными физическими ощущениями. На глаза очевидец навернулись слезы, а по коже пробежали мурашки. Все 3 почувствовали пульсирующую головную боль. Машина, как им показалось, вышла из-под контроля и ехала словно на автопилоте. Внезапно все вернулось в норму, за исключением болезненных физических ощущений. НЛО исчез, после чего женщины поспешили домой к одной из подруг, где с удивлением обнаружили, что часы показывают на 1,5 часа больше времени, чем они предполагали. Прибывшие для расследования случая уфологи зафиксировали ярко выраженные физические эффекты, которые наблюдались в течение следующих нескольких дней и даже недель: покраснение кожи, воспаление глаз, сыпь и головные боли. Для проведения гипнотических сеансов с целью восстановить провалы в памяти прибыл доктор Лео Спринкл. Под воздействием гипноза всплыли подробности похищения. Воспоминания 3 очевидец несколько расходятся. И хотя их рассказы на гипнотических сеансах частично пересекаются, у каждой выявились свои индивидуальные переживания. Одна женщина сообщила, что ее держали в темном пустом пространстве. Другая вспомнила, что у нее взяли несколько анализов. Третья подверглась болезненному медицинскому обследованию, в ходе которого ей вытягивали кости. Женщины видели низкорослых большеглазых существ, хотя они вспоминали и о существах, больше походящих на людей. 2 очевидицы вспоминали, что после похищения они оказались внутри НЛО, третьей казалось, что она находилась в каком-то подземном помещении.
Ни одна из них не помнила, как вышла из машины и оказалась в месте похищения. Этот феномен, известный как дверная амнезия, наблюдается практически при всех похищениях. Предположение, что похищенное лицо находилось внутри НЛО, возникает уже позднее, на стадии общения очевидца и исследователя. Найти этому какие-либо фактические подтверждения не удается никогда, даже после сеансов гипноза. Большинство похищений проходит по следующему сценарию. Сначала очевидец испытывает крайне необычные ощущения. При этом он часто видит НЛО, которое оказывает на него некое физическое воздействие, даже если бы за этим не следовало похищение. Подобные случаи уже можно отнести к категории тесных контактов. Подозрение в похищении возникает потому, что в воспоминаниях очевидца обнаруживается пробел или они становятся крайне смутными, а иногда появляются кошмары, отрывочные воспоминания об общении с пришельцами или о медицинских исследованиях в необычном помещении. Отчетливые воспоминания о подобного рода событиях встречаются редко. Как правило, разблокировать эти воспоминания удается лишь под гипнозом, но поскольку гипноз стимулирует не только память, но и воображение, судить о степени реальности подобных воспоминаний затруднительно. В историях о похищениях, известных по всему миру, наблюдается множество поразительных совпадений. Описанный нами случай с 3 женщинами из Кентукки почти в точности походит на другой инцидент, происшедший в Великобритании в 1981 году, когда 3 женщины возвращались из ночного клуба в Телфорде в графстве Шропшир. Их воспоминания под гипнозом также отличаются друг от друга, однако в целом они поразительно напоминают рассказы очевидец из Кентукки. Фольклорист Томас Баллард, изучивший 800 таких случаев и пытавшийся продемонстрировать, что это форма современной мифологии, обнаружил, что эти инциденты слишком схожи между собой для мифа. Эти истории по всем признакам реальны, хотя их и объединяет ряд общих черт, указывающих на их психологическую природу. Тем не менее, это не просто фантазии. НЛО в Австралии наблюдают часто и тщательно исследуют. Эта страна играет одну из главных ролей в уфологическом мире. Хотя среди населения сильна вера в так называемую внеземную гипотезу о пришельцах, навещающих Землю, австралиец Кейт Бастерфилд стал основоположником теории фантазий, которую он выдвинул в 1987 году. По его мнению, очевидцы НЛО отличаются необычайно богатым воображением. Известны случаи наблюдений НЛО и в предшествующие века, а сообщения о воздушных кораблях, самолетах и фу-файтерах появились здесь еще до 1947 года. Рыбаки Тасманского моря нередко сообщали об НЛО во время Второй мировой войны, побудив австралийские воздушные силы приступить к расследованию. За последнее время отмечены контакты всех типов. Значение похищениям в этой стране придавали мало, и отдельные случаи получили огласку лишь с конца 1980-х годов. Тем не менее, по материалам многочисленных расследований, проведенных задним числом, удалось составить весьма внушительный список случаев, имевших место начиная с 1950-х годов по сегодняшний день. ВВС Австралии официально отвечают за проведение расследований НЛО с 1952 года и выполняют эти функции по сей день. Специалисты работают в тесном сотрудничестве с Пентагоном, а видеоматериалы даже отправляются для анализа в ЦРУ. В свою очередь, Министерство обороны США отстранилось от публикации австралийских материалов по НЛО, как и британских данных, хотя периодически публикуют материалы из других стран, полученные по дипломатическим каналам. Удивительный факт произошел в 1982 году, когда в преддверии выхода закона о свободе информации австралийское правительство пригласило виднейшего уфолога Билла Чокера в Канберру для анализа хранившихся там секретных документов, позволив ему снять копии и распространить их среди членов уфологического сообщества. Эти материалы открыли перед уфологами долгую историю интереса к НЛО со стороны австралийских властей. Однако расследования, проводимые ВВС, редко оказывались продуктивными или достаточно тщательными. Многие случаи были объяснены, хотя оставались и загадочные факты. Материалы, переданные Чокеру, не дают оснований говорить о сокрытии информации и даже полагать, что власти вообще разделяли мнение о реальности инопланетных летательных аппаратов. Тем не менее, в документах проскальзывает удивление перед наиболее правдоподобными свидетельствами. Однако в целом позиция исследователей, явно продиктованная из высоких кабинетов, гласит, что в ходе расследований не было обнаружено сколько-нибудь веских доказательств инопланетных контактов.
Эта позиция остается в силе и по сей день, хотя в среднем представителям ВВС Австралии сообщается о 100 случаях ежегодно. В Австралии известны впечатляющие случаи контактов с НЛО. 23 августа 1953 года в Порт-Моресби на острове Новая Гвинея Тим Друри, заместитель министра гражданской авиации, снял на видео НЛО, напоминающий ракету, который пронесся по небу среди бела дня. Благодаря авторитету Друри к наблюдению отнеслись в высшей степени серьезно и подвергли его тщательному анализу в Канберре и Вашингтоне. Случай так и не получил объяснения, но когда спустя несколько месяцев пленку вернули Друри, все кадры с НЛО исчезли. Лишь через 30 лет случаем занялся Билл Чокер, которому удалось разыскать сделанные военными экспертами фотокопии кадров фильма и в конце концов вернуть очевидцу хотя бы часть изъятого у него материала. Другой примечательный случай произошел 28 мая 1965 года, в период волны наблюдений в Квинсленде. Самолет ДС-6, пролетавший над рифом Бугенвиль, входящим в состав Большого барьерного кораллового рифа, повстречался с овальным объектом, выбрасывавшим струю газа. Экипаж снял НЛО на видеопленку, которая вместе с бортовой видеокамерой была якобы конфискована по приземлении. Подробности этого случая не были обнародованы даже в опубликованных архивах ВВС. Во время этой же затяжной волны наблюдений в джунглях и болотах северо-восточной части Австралии, в тростниковых зарослях Талли-Ривер к югу от Кейрнса, появились предшественники современных кругов на полях. Пленка, отснятая установленной на месте видеокамерой с целью застать НЛО в момент приземления, а причиной появления кругов из смятого тростника считали именно НЛО, также исчезла в ходе расследования. Создается впечатление, что пропадающие кинокадры составляют лейтмотив австралийской уфологии. Но, безусловно, самый известный случай – исчезновение пилота Фредерика Валентиха над Брасс-Стрейт 21 октября 1978 года в разгар очередной широкомасштабной волны наблюдений. Валентих сообщил в Центр управления полетом о тесном контакте со странными огнями, вызвавшими перебои в работе двигателя, после чего ни пилота, ни его самолет найти не удалось. Мнение по поводу того, действительно ли имело место наблюдение НЛО с фатальными последствиями или это была инсценировка, призванная скрыть причины преднамеренного исчезновения Валентиха, до сих пор расходятся. Проводившееся в течение 3 лет расследование так и не дало ответа на этот вопрос. В Австралии также происходили контакты, классифицируемые некоторыми уфологами как особенно значительные, так называемые похищения со свидетелями. Инцидент произошел в августе 1993 года в горах Денденанг Маунтанс к северу от Мельбурна. Над землей около автомобиля, в котором сидели Келли Кехилл и ее муж, завис НЛО. Супруги испытали классические симптомы скрытого похищения с провалом во времени, физическими недомоганиями и кошмарами, постепенно перешедшими в воспоминания о контакте с высокими существами в черных костюмах, пытавшимися похитить мужа Келпи. В конце концов, Келли вспомнила приметы другого автомобиля, остановившегося около НЛО. Келли не знала пассажиров этого автомобиля, однако в результате широкомасштабного расследования удалось выйти на след этих очевидцев. Все они были крайне удивлены, услышав, что на месте происшествия присутствовала другая машина, поскольку никто ее не видел. Тем не менее, им удалось вспомнить об НЛО и пришельцах и составить их описание, похожее на рассказ Келли Кехилл. Более того, они сообщили о третьей машине, в которой сидел только водитель-мужчина. По описанию удалось разыскать и его. Водитель не стал сообщать об увиденном, считая, что он является единственным очевидцем и никто ему не поверит, однако подтвердил факт контакта. Никаких доказательств инсценировки обнаружено не было. Данный случай, возможно, более других приближает нас к доказательству объективной реальности и физической природы пришельцев и похищений. Очевидцы рассказывали, что эти существа были серые, но не низкорослые, как популярные герои историй, публикуемых в современных СМИ. Хотя известны и другие сообщения о низкорослых существах, особенно участившиеся после 1987 года, в большинстве случаев, как и в вышеописанном, фигурируют высокие и более похожие на людей пришельцы. В Аргентине, как и в большинстве латиноамериканских стран, процветает бульварная пресса, в ярких красках расписывающая активность НЛО. По количеству наблюдений Аргентина из всех южноамериканских стран уступает только Бразилии, хотя в последнее время на первый план выходит Мексика.
в стране существует уфологическое исследовательское общество, хотя оно и не столь деятельно, как в других странах Южной Америки. Отношение правительства к феномену НЛО также не вполне понятно. Официальные данные никогда не публиковались, хотя в прессу и просачиваются эпизодические комментарии. Начиная с 1950 года в стране наблюдается хотя и не слишком обильный, но постоянный приток сообщений о контактах с пришельцами, которые распадаются на две категории. Во многих из них фигурируют карлики, хотя все большее число очевидцев видят высоких светловолосых существ. В апреле 1957 года произошел случай с мужчиной, который ехал на мотоцикле из Паэс-Бланкас по дороге на Кордобу. Этот эпизод можно считать предвестником последующей волны похищений. Внезапно полностью прекратилась подача электропитания, и мотоцикл остановился. Сразу после этого рядом с мотоциклом со свистом приземлился яйцевидный объект, и очевидец бросился в придорожную канаву. Оттуда он видел, как из зависшего над землей НЛО через лифтовую шахту, залитую светом, вышло человекообразное существо в плотно облегающем костюме. Существо подошло к мужчине, дотронулось до его лба, успокоило его и предложило зайти в шахту. Оказавшись внутри НЛО, очевидец получил возможность оглядеться, пока несколько других существ с любопытством разглядывали его. Затем его вернули обратно на дорогу. НЛО улетел, и мотоцикл вновь заработал нормально. Для Аргентины также характерны и весьма необычные случаи. 28 ноября 1972 года один пилот сидел дома в кресле и смотрел телевизор, и вдруг в лучах внезапной вспышки света материализовалась фигура в голубом костюме. Далее существо принялось копировать все движения очевидца, пока тот не взял со стола стакан воды. В ту же секунду существо выбежало во двор, нажало несколько кнопок на поясе, взглянуло в небо и исчезло. Встречаются и более традиционные наблюдения. Летом 1968 года было зафиксировано много встреч в воздухе. 8 июня над Пунта-Аренас НЛО чуть было не столкнулся с самолетом аргентинской авиакомпании. 13 июля похожий объект приземлился на военно-воздушной базе в Тандиле. Для Аргентины вполне типично наблюдение подобного рода с участием военных. Один из последних таких случаев произошел 26 февраля 1986 года. Эскадрон военнослужащих, располагавшийся в Магделене, заметил группу пылающих огней, идущих на посадку. На следующий день на Земле были обнаружены подпалины. Вероятно, самые необычные случаи, по странному стечению обстоятельств, преобладающие в Аргентине, связаны с телепортацией. Поразительный случай, имевший место во время крупной волны наблюдений в мае 1968 года, произошел с доктором Герардо Видалем и его женой, которые ехали на машине из Ческомуса в Буэнос-Айрес. Машина их друзей отстала в Майпу. Лишь некоторое время спустя им стало ясно, что Видаль с женой просто-напросто исчезли. Когда супруги вновь появились, они рассказали, что их машину окружил неизвестно откуда взявшийся странный туман, после чего они почувствовали головную боль, а затем потеряли сознание и очнулись на незнакомой дороге. После немалых усилий они, к своему ужасу, обнаружили, что оказались в Мексике за полконтинента от места назначения. Каким образом им удалось преодолеть 5000 километров за несколько часов, так и осталось загадкой. Несмотря на скромные размеры, Бельгия занимает в европейской уфологической картине весьма видное положение. Из этой страны регулярно поступают сообщения, относящиеся ко всем типам контактов, за исключением лишь похищений. В среднем количество сообщений составляет около 50 в год. Крупнейшей уфологической организацией является САБЕПШ, хотя существуют и независимые исследовательские группы, проявляющие меньше интереса к внеземной гипотезе. Название этой страны нисходило с заголовков газет в 1990 году, во время крупнейшей волны интереса к НЛО, получившей беспрецедентную поддержку со стороны бельгийской армии. До 1993 года Бельгия стояла во главе движения за создание уфологического исследовательского центра при ЕС. Этот смелый проект был предложен вице-президентом Бельгии Элио Ди Рупа, в прошлом ученым, понимавшим перспективность уфологических исследований. Его начинание снискало поддержку многих стран, включая Италию. Кроме того, проект поддержала энергетическая комиссия Европейского парламента,
которая предвидела шанс выяснить на примере аномальных явлений возможности получения дешевой энергии или создания новых двигательных установок с использованием атмосферных энергий. Последовало политическое обсуждение данного вопроса, однако скептически настроенные круги, особенно в Великобритании, в средствах массовой информации, которой была развернута кампания против этого проекта, в конце концов похоронили это начинание. По словам одного депутата Европейского парламента от Великобритании, можно потратить деньги и на что-нибудь поважнее, чем гоняться за зелеными человечками. Один из самых впечатляющих случаев, зафиксированных на фотопленку, произошел в Намуре 5 июня 1955 года. Почтальон увидел дискообразный объект, который то скрывался в облаках, то вылетал из-за них, и сделал 3 фотографии. На одном снимке кажется, что объект пролетает сквозь выброшенный им туман или пар. Анализ показал, что объект находился на высоте около 1,5 километров. В высшей степени необычный контакт произошел 19 декабря 1973 года в Вилворде. Выглянув в окно, очевидец, к собственному изумлению, увидел во дворе собственного дома существо размером с ребенка, одетое в зеленый костюм. Существо несло предмет, напоминающий миноискатель, с помощью которого обследовало сад. Увидев очевидца, который вышел из дома с фонариком, существо уставилось на него парой огромных круглых глаз, после чего поприветствовало хозяина дома, показав пальцами знак в виде буквы V. Затем пришелец подошел к каменной стене, развернулся на 90 градусов, встал на стену и пошел по ней вверх, как будто прилипая к ней под воздействием какой-то силы. Когда существо спустилось на землю по другую сторону стены, из-за нее, испуская снопы электрических искр, взмыл в воздух небольшой объект, увенчанный куполом. Самые сенсационные наблюдения в небе над Бельгией начались в ноябре 1989 года. Внимание СМИ к этим событиям было столь велико, что им удалось собрать данные о сотнях наблюдений. Многие очевидцы упоминали о темных треугольниках или о 3 белых огнях, проплывающих в небе. В апреле 1990 года САБЕПШ и бельгийские воздушные силы провели совместное учение. В зонах, где наблюдалась уфологическая активность, самолеты находились в полной боевой готовности. План под кодовым названием «Операция по идентификации НЛО» (ОВНИ) предполагал стремительный перехват обнаруженных объектов и получение доказательств появления НЛО. За 3 дня операции не удалось засечь ни одного объекта. В ночь с 30 на 31 марта полиция города Варва заметила какие-то огни, и были подняты по тревоге 2 истребителя F-16. Пилоты ничего не обнаружили, однако бортовые радары засекли неизвестные цели. 11 июля на пресс-конференции генерал-майор Уилфрид де Бруви продемонстрировал видеозапись с показаниями бортового радара. Увы, последующий анализ показал, что большинство из событий волны 1990 года имели вполне земное объяснение. Некоторые случаи объяснялись лазерными лучами, отработкой дозаправки в воздухе и дирижаблями. Снятые на пленку показания радаров с истребителей F-16 оказались ложными сигналами. В ряде случаев это было эхо летящего рядом самолета, а замеченные в Варве объекты оказались всего-навсего звездами. Хотите увидеть пришельцев? Поезжайте в Бразилию. Здесь на душу населения приходится больше необычных контактов, чем в любой другой стране мира, а число похищений уступает только США. Одна из причин столь высокой активности – необъяснимо двойственная политика правительства в отношении НЛО. В 1969 году феномен НЛО был объявлен вопросом национальной безопасности и передан под контроль военно-воздушных сил Сан-Пауло. В 1969 году правительство выпустило специальную директиву, в которой всем СМИ было строго рекомендовано не разглашать отчеты об НЛО без предварительной цензуры со стороны бразильских ВВС. Тем не менее и ВВС, и правительство всегда охотно делились информацией и часто позволяли себе открытые высказывания по данной теме. В результате в прессу просочилось гораздо большее число наблюдений, в том числе сделанных военнослужащими, чем в таких странах, как США или Великобритания. Разумеется, эта свобода, хотя и подцензурная, привела к тому, что под видом фактов порой преподносились самые нелепые истории. Бульварная пресса обожает рассказы об НЛО и пришельцах, не утруждая себя выяснением того, насколько они правдивы. Итогом неизбежно становится дикая смесь из свидетельств самого различного качества,
начиная от вполне правдоподобных и заканчивая самыми невероятными. Также следует задуматься о том, не говорит ли колоссальное количество открыто опубликованных в Бразилии сообщений о том, что в других частях света существует тайный сговор, направленный на замалчивание подобных отчетов. Неудивительно, что при таком внимании к феномену НЛО уфологическое сообщество Бразилии развивает бурную деятельность. В стране существует множество исследовательских групп и популярных журналов, а также теле- и радиопрограмм, посвященных НЛО. Большинство этих материалов посвящено внеземной гипотезе, а их авторы пытаются отыскать доказательства того, что нашу Землю посещают пришельцы. Наблюдается также повальное увлечение легендами и преданиями древних народов Южной Америки об их происхождении от небесных людей. Этот интерес породил к жизни так называемую теорию древних астронавтов. Эта гипотеза, впервые прозвучавшая со страниц работ швейцарского исследователя Эрика фон Деникена, гласит, что пришельцы посещали Землю еще тысячи лет назад, и следы их присутствия можно найти, изучая памятники древних цивилизаций. Хотя сейчас об этом мало вспоминают, подобные идеи высказывал еще до Деникена уфолог Реймонд Дрейк в книгах из серии «Боги и астронавты». В Бразилии известны случаи, относящиеся ко всем мыслимым и немыслимым категориям, а некоторые типы не встречаются больше ни в одной стране мира. Именно в этой стране в октябре 1957 года исчез фермер Антонио Виллас Боас, после чего весь мир стал интересоваться загадкой похищений. Однако первые наблюдения пришельцев в этой стране в районе Бауру относятся еще к июлю 1947 года. Наиболее значительное физическое свидетельство составили следы взорвавшегося НЛО, фрагменты химически чистого магния, разбросанные по пляжу в Убатубе в 1957. Образцы подвергли всестороннему анализу, выявившему их необычные свойства. Одно из наиболее достоверных фотографических свидетельств включает серию снимков дневного диска, кружащего над островом Тринидад. Фотографии были сделаны с бразильского военного суда, участвовавшего в научном эксперименте. Более того, именно из Бразилии поступила значительная часть самых достоверных сообщений об НЛО. Другую крайность представляют собой совершенно невероятные случаи, не встречающиеся больше нигде в мире. Одним из них явилось чудесное спасение молодой женщины в Петрополисе. Дочь богатого бизнесмена страдала от рака желудка и, несмотря на все усилия врачей, была объявлена неизлечимо больной. 25 октября 1957 года, когда близкие больной полагали, что ей осталось жить считанные часы, комнату больной залил ослепительный свет, исходивший, казалось, от парившего за окном диска. Перед больной и собравшимися у ее постели родственниками предстало низкорослое светловолосое существо, которое объявило, что прилетело с Марса и намерено подтвердить благожелательность своей расы к землянам фактам спасения больной. Слова были тотчас подкреплены делом, причем операция была выполнена способом, который в те годы казался абсолютно непонятным, однако в наши дни представляется уже имеющим смысл. Голубой луч осветил тело больной, высветив ее внутренности, как на рентгеновском снимке. На девушку был направлен сконцентрированный пучок энергии, возможно, луч лазера, который на Земле тогда еще не был изобретен, а после операции больной дали какие-то крохотные капсулы. Родственникам было велено хранить молчание об этой истории. Они так и поступили, а о чудесном исцелении стало известно из других источников. Девушка быстро пошла на поправку. Куда менее везучими оказались жертвы других контактов, нашедшие страшную смерть в джунглях на севере Бразилии в конце 1980-х или начале 1990-х. От них остались одни скелеты, а некоторые свидетели утверждают, что это результат атаки лучей света, от которого тело в буквальном смысле плавится. Посетив глухой и опасный район трагедии, доктор Жак Валли обнаружил некоторые признаки, указывающие на то, что трагедия действительно произошла. Однако мнения по поводу того, что послужило ее причиной, разошлись. Присутствие ярких шаров света подтверждали многие местные жители. Кое-кто, правда, говорил, что погибшие стали жертвами хищников. В Бразилии также известна давняя традиция агрессивных нападений, не встречающихся в других точках планеты. 4 ноября 1957 года двое охранников стояли на посту в форт Итайпу, когда увидели взрыв сверхновой. С неба упала звезда, которая превратилась в оранжевую сферу, издавшую громкий ревущий шум,
наподобие звука электрогенератора, после чего военная база погрузилась во тьму по причине полного отключения электроэнергии. От объекта исходили волны жара, и 2 часовых упали в обморок. Когда потрясенные сослуживцы привели пострадавших в сознание, солдаты обнаружили ожоги на всем теле, вызвавшие у них тяжелые заболевания и оставившие рубцы на всю жизнь. Причина инцидента так и не была установлена. Бразилия изобилует случаями похищений, и для их раскрытия используется регрессионный гипноз. Эти истории доходят до сообщений о якобы предпринимаемых пришельцами попытках к продолжению рода с местными жителями. Этим рассказам положило начало похищение Вилласа Боаса в 1957 году, когда о подобных случаях еще нигде никто не слышал. Жертвой одного из самых сенсационных похищений стала и известная исполнительница классической музыки Лули Асфальт, которая была похищена из машины вместе с молодым человеком, подвозившим ее домой. Пришельцы подвергли его медицинскому обследованию и взяли образцы спермы, после чего дали понять, что юноша годится для их целей. Самой же Лули, которая уже достигла возраста, обычно не считающегося детородным, было сообщено, что она пришельцам не подходит, после чего она провела несколько мучительных часов в полной неизвестности, а затем она и ее спутник были возвращены в машину. Подобные случаи, которые стали называть инопланетное отвержение, поразительно распространены в Бразилии. Во всех известных инцидентах участвовали женщины, уже приближавшиеся к 50 годам. Похищенные мужчины также оказывались неспособны к деторождению, в частности, один из них перенес вазэктомию. 19 мая 1986 года в Сан-Паулу произошел крупный инцидент, в результате чего бразильское правительство было вынуждено продемонстрировать свое отношение к уфологической тематике. С нескольких самолетов наблюдали огни в небе, которые зарегистрировали как гражданские, так и военные радары. Вскоре был очищен воздушный коридор для полетов, и для перехвата объекта с ближайшей военной базы были подняты истребители типа F-5 и «Мираж». Бразильские «Миражи» укомплектовывались самонаводящимися ракетами «Сайдуэндер». Экипаж одного из истребителей, которые вели на цель наземные и авиационные радары, заметил пятно сияющего света, которое самолет не смог догнать, несмотря на все усилия. Другой самолет, «Мираж», был даже окружен летательными аппаратами, которые, согласно показаниям радара, выполняли крутые виражи на скорости, немыслимой для обычных самолетов. Объекты скрылись над морем прежде, чем истребители успели открыть огонь. Сразу после происшествия отчет просочился в прессу, что весьма типично для Бразилии. Министр ВВС направил отчет президенту, а затем провел пресс-конференцию, изложив содержание документа. Ходили слухи, что огласка событий была санкционирована самим президентом. Министр Отавио Лима обрушил поток критики на участников расследования радарно-визуальных контактов. Он заявил, что НЛО представляли собой материальные объекты неизвестной природы, по поводу которых ученые не дали ни ответов, ни формальных объяснений. Так, известны публичные комментарии министров ВВС Франции, Испании и Италии, сделанные по поводу случаев, когда для перехвата объектов, засеченных радарами, были подняты боевые истребители. Это заявление подтверждали реальность НЛО. Напрашивается мысль, что столь же высокопоставленным чиновникам США и Великобритании были известны о не менее впечатляющих случаях подобного рода. Просто этим официальным лицам не разрешалось публично выражать свою уверенность в существовании НЛО.